Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала Семейный Handmade. Сегодня я покажу вам, как можно сделать большой одуванчик или декоративный лук из коктейльных трубочек для украшения дачного участка. В первую очередь нам понадобится пенопластовый шар для основы. У меня это шар диаметром 6 см из набора заготовок елочных игрушек. Его нужно будет покрасить акриловой краской в зеленый цвет. Для удобства советую надеть шар на проволоку или шило. Шар окрашиваем в 2 слоя и оставляем до полного высыхания. Теперь нам понадобятся коктейльные трубочки и ножницы. Так как белый одуванчик у меня уже есть, я решила сделать декоративный лук голубого цвета. Если же вы хотите делать одуванчик, то нужно брать белые трубочки. А вообще такие декоративные цветы можно сделать абсолютно любых расцветок. У меня трубочки от детских соков, но подойдут и любые другие. Разрезаем трубочки на равные части длиной примерно 3,5 см. Таких заготовок нам понадобится около 400-420 штук. Надрезаем каждую заготовочку с одной стороны примерно до центра на 8 частей. Сначала режем крест-накрест, потом каждую полоску еще пополам. И пальчиком распрямляем наши пушинки. Теперь нам понадобится проволока, шило, плоскогубцы или круглогубцы. Я использую флористическую проволоку диаметром 0,8 мм. Мне она нравится тем, что ее не нужно красить, она уже зеленого цвета, и тем, что она прямая. Лучше всего такую проволоку, кстати, правильно она называется друт, покупать упаковками по 1 кг. В такой упаковке примерно 800 штук длиной 40 см. Я ее беру по 350 рублей за килограмм в магазинах для флористов. Итак, нарезаем проволоку на куски по 20 см в количестве, равном количеству наших заготовок из трубочек, то есть примерно 400-420 штук. Каждую заготовку из трубочки прокалываем шилом с нижней стороны, с той, которую мы не надрезали. Вставляем проволоку примерно на 2 см и закручиваем. Дозакручиваем плоскогубцами и зажимаем у основания. Проделываем все то же самое со всеми заготовками. Для стебля одуванчика я использовала опору для цветов, купленную в Fix Price. Это деревянная палка, обтянутая зеленым пластиком. На самом деле это не самый лучший вариант, потому что одуванчик получается очень тяжелым, и лучше использовать все-таки металлопластиковые или просто пластиковые трубы диаметром 2-3 см. До этого я делала одуванчик именно с металлопластиковой трубой, и ее нужно будет просто покрасить в зеленый цвет.
У моей опоры были пластиковые крышки, одну из которых я проколола шилом и вкрутила в нее длинный саморез. Если вы будете делать стебель из металлопластиковой трубы, то ее нужно будет просверлить у основания в двух местах, вставить проволоку и закрутить ее концами вверх. И уже на этот штырь из проволоки, предварительно промазанный клеем, вставить пенопластовый шар. Крышку, стебель и саморез как следует промазываем клеем дракон или титан, ну или любым другим клеем, который не разъедает пенопласт, и оставляем сохнуть примерно на 12 часов. Теперь нам осталось собрать все воедино, и наш одуванчик будет готов. Берем заготовленные пушинки и по одной, смазывая клеем, втыкаем в пенопластовый шар. Углубляем их примерно на 1 см. Не старайтесь размещать их слишком близко друг к другу, иначе даже 400 заготовок вам не хватит на весь одуванчик. Оставляйте между ними расстояние примерно в 4-5 мм. В процессе работы я дополнительно промазала соединение стебля и шара термоклеем. Это можно сделать перед тем, как начнете вставлять пушинки. Я устанавливаю такие цветы следующим образом. Вбиваю кусок арматуры в землю и к нему хомутами или проволокой прикрепляю стебель цветка в нескольких местах. Так даже сильный ветер одуванчику будет не страшен. Кстати, мой белый одуванчик сделан из пластиковых бутылок, но из трубочек, на мой взгляд, цветок получается более воздушным и правдоподобным. Листья я вырезала из бордюрной ленты. Надеюсь, вам понравилось это видео и у вас на даче тоже вырастут огромные одуванчики. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Хорошего вам настроения и до новых встреч!